В общем, я с горем пополам заселилась. Инструкции все понятно. Единственное, что это как бы второй этаж, но это третий этаж, если судить по лестничным пролетам. Я ломилась в чужую дверь. Хорошо, там оказалась милая женщина, которая мне помогла и подсказала, что мне сюда выше. Сейчас я вам покажу этот номер. Это что вообще такое? Мы заселились в центре Будапешта, какие-то хоромы. Максимально странные. Вот так это все выглядит, как какой-то исторический музей. Здесь воняет куревом застарелым. Ну вот так вот здесь будем 2 ночи ночевать. Еще кровать дополнительная. А здесь у нас душ, туалет. А кухня, боже мой, какая большая кухня. Да. Уточка уже себе облюбовала кровать личную. Отправилась я гулять с собаками на последнем издыхании. Что я вам могу сказать? Время без 15:12. Я 2 часа промучилась, чтобы оплатить эту дурацкую парковку. Мобильный интернет здесь очень плохо работает. Приложение, которое указано на официальном сайте, когда ты скачиваешь QR-код, оно не грузится. То есть оплатить тебе будет проще монетами или бумажками, чем картой. На мой взгляд, это какая-то дикость. Ну и далее, что мое жилье, какая-то наркоманская хата, но ладно, это полбеды. Самая беда — это с парковкой. В общем, она до 8 утра бесплатная и с 8 до 8 вечера она платная. Но максимальное время парковки здесь может быть только 3 часа. Поэтому, не знаю, придется мне вставать в 8 утра, платить за нее на 3 часа и потом куда-то эту машину девать дальше. Это я хотела поспать. Я хотела приехать, поспать и потом уже спокойно перепарковать машину. Но, к сожалению, этого у меня сделать не получится. Ну а в общем, пока у меня впечатления о Будапеште негативные. Мне этот город абсолютно не понравился. Во-первых, здесь просто реки мочи. Люди гуляют с собаками. Собаки ссут просто на асфальт. И здесь воняет мочой. А мои собаки, они не могут так сделать, потому что они привыкли ссать на землю, на травку. А здесь этого просто нет. Сейчас я вам покажу, что здесь кругом моча просто. Вот, смотрите, вот моча, вон там лужа мочи, здесь и там дальше. И здесь кругом это все в моче. В мусорнике, когда я только что припарковала свою машину, какие-то бомжи рылись. Такой запах соответствующий здесь стоит. Так что вот центр Будапешта. Буквально в паре кварталов здесь находятся купальни, сечени, или как они там называются, и вообще городской центр. Он выглядит вот так. Ну и, естественно, это была моя самая ужасная ошибка — ехать в этот Будапешт, в центр, и жить 2 дня тут. Вообще, я считаю, что надо было мне ехать на окраину куда-то или в какой-то вообще захолустье, чтобы там просто пару дней перекантоваться, но чтобы там была природа, а не переть в город. Вот я хотела просто посмотреть какой-то город по пути, пока я еду, европейский.
Вот, пожалуйста, посмотрела. Теперь я имею огромную проблему с парковкой, огромную проблему с выгулом собак. Хотя собак здесь до хрена. Но им просто, негде ссать. Они ссут просто на асфальт. И какают, наверное, тоже. Так что вот так. И мое пребывание в Будапеште будет мучением. Посмотрим, что будет дальше. Но пока я очень сильно устала, потому что ехала целый день. Еще вот мучилась с этой парковкой дурацкой. Так что все, я уже все. Жду, пока они посикают. И быстрее домой. Доброе утро. Мы вот так с собаками проснулись тут. Вот так вот. Ну, что я могу сказать? Ночь в этом чудном жилье прошла довольно беспокойно. Потому что мне всю ночь казалось, что кто-то ходит, кто-то что-то говорит. Здесь еще такое эхо, и слышимость достаточно хорошая. В общем, я думала, что здесь какие-то привидения или духи. И поэтому спала я достаточно плохо. Даже могу вам сказать, что в Припяти я чувствовала себя комфортнее, чем в этом жилище. Ну, как видите, меня никто не утащил ночью. Я надеюсь, никто не вселился в меня, поэтому все благополучно. Вот в этом доме мы живем. Номер 20. Вы прибыли к месту назначения. Вот так он выглядит. 10 минут от парка идти медленным шагом. Вот там за мной такой чувачок в таком камуфляжике. Собаки тянут. Короче, это проверяющий парковку. И он штрафует людей за неправильную парковку. Вот, что я хотела сказать. Вот он. Мои собаки просто упорно не хотят здесь ходить в туалет. И Вольтерик нашел клочок травы, чтобы только пописать. А так он все это время терпел. Хотя обычно он писает исправно. А Фина все в недоумении. Никак не может сходить в туалет. Так что идем в парк. В общем, это был никакой не проверяющий, а обычный чувак, который хотел припарковаться. Ну да ладно. Мы пошли с собаками в близлежащий парк, чтобы они смогли сходить там в туалет. Но заодно пока гуляем красивыми улицами Будапешта, старинными. Сегодня я уже не так категорично настроена к этому городу. Конечно, он красивый и старинный, и здания здесь есть с интересной архитектурой, приятный глазу. Но про удобство парковки, конечно, люди не подумали. Точнее, я хотела сказать, что удобство парковки и вообще оплаты за нее, окей, она платная, но сделайте удобно оплатить картой в автомате. Потому что я вчера очень долго не могла скачать приложение. Потом я не могла разобраться, когда там платно, когда бесплатно. И в итоге я свою машину переставила неподалеку в платную парковку подземную. И там она уже у меня стоит. И с меня каждые 3 часа списывают по примерно $4. Ночью дешевле. Так что вот такие здесь цены на парковку. А если вы хотите встать возле дома, то вам обязательно нужно смотреть такие таблички. Сейчас я вам покажу. Что-то типа таких, что там... нет, это не то, это, наверное, какая-то херня. Ну здесь типа нельзя парковаться в это время. Ну, в общем, на это тоже надо обращать внимание. А еще здесь есть вот такой магазинчик, называется Арбат. Мне кажется, там продаются русские продукты. Собачек здесь много, но места, где им ссать, практически нет. Только один парк рядом. Вот мы дошли до парка, всего 10 минут медленным шагом. Так он выглядит. Большие такие газоны. Все ухожено. И, кстати, здесь есть парковка большая и подземная. Вот как раз мы сейчас
на ней находимся. Она принадлежит вот тому антропологическому музею. Вон там он находится. И вот здесь как бы для людей вход-выход, а заезд там чуть впереди, подальше, поближе к музею. И на карте Google почему-то не отмечено, что здесь есть подземный паркинг. Там я, собственно, и припарковала свой автомобиль. Там чуть дешевле, чем на улице стоит. 400 их тугриков местных за, по-моему, за час, да. И 1200 за 3 часа. И ночью в 2 раза дешевле. А если вы паркуетесь на обычный, то там в зависимости от зоны будет стоить парковка от 600. И вот там, где я припарковалась, там в той зоне было 450 фоллентов, или как их там, валюта местная, здешняя. И ночью бесплатно с 8 и до 8. То есть тут тоже свои преимущества. Или не с 8 до 10 вечера. Ну, короче, ночью бесплатно. До 8 утра, это я точно знаю. А на парковке платно. Так что уж не знаю, как это дешевле, не дешевле будет выходить. Но в любом случае здесь она будет стоять в безопасности. Никто проверяющий ее не сфоткает, не заблокирует мне колесо и не эвакуирует. Вот что я имела в виду. Здесь она стоит в безопасности и в сохранности. Деньги с меня регулярно списываются. Я так понимаю, что Венгрия dog-friendly страна, потому что здесь очень много собак. Прям кругом все по одной, по две, по три. Вот все ходят в парк. Но проблема в том, что здесь очень тяжело, если ты живешь в центре, им совершенно некуда ходить в туалет. И для этого ничего не предусмотрено. Вот я бы на месте властей сделала какие-то небольшие... Афина! Ну что ты делаешь? Зеленые зоны для собак. Вот. Что вы делаете? Пошли. Зачем нападение такое было совершено? Вот такая здесь архитектура. Конечно, необычная для нас. Уже привыкли к постсоветскому пространству. Здесь все такое резное, черепицы, разные замки. Ну, короче, там за деревьями ни хрена не видно. Ну вот поближе этот музей. Вот так. И сверху газон. Интересное решение. Супер. Современно. Модно. Молодежно. Собаки на фоне музея. Не хотят сниматься. Вот какой-то красивый дворец тут в середине парка. Вот такая аллея рядом. Поилка на улице для собак. Удивительно удобная вещь. Я уже покидаю Будапешт. Жаль, что не получилось подольше погулять по его красивым улицам исторического центра. А сейчас я уже выезжаю на трассу.
на окраине и с нормальным доступом к траве для собакам и с нормальными ценами за парковку, потому что я еще не посчитала, сколько я заплатила за парковку, но, по-моему, что около 25 или 30 долларов с меня сняло за, можно сказать, ну, за все время, которое я здесь проторчала, и за все время, которое машина у меня стояла на всех парковках, и на той, и на этой. Плюс еще и зона парковочная чуть дальше от центра, она была бы более дешевая. Ну, короче, можно долго говорить об этом, как есть, так есть. Сейчас едем в Словакию, нам 270 километров надо сегодня проехать. Пейзажи очень красивые открываются. Повезло с погодой, хорошо, тепло, нет дождя. Такие горы на горизонте. Дорога пока удовлетворительная, не знаю, она платная, не платная, но это уже не важно. У меня заплачено за все, что можно было заплатить. Через пару километров у нас с вами предстоит граница Венгрия-Словакия. Я не знаю, есть ли тут какой-то проверочный КПП. Ну вот сейчас посмотрим. Осталось буквально несколько километров, и мы с вами узнаем, будет ли там такая же проверка, как между Румынией и Венгрией. Я так понимаю, что это все. Здесь нету никаких границ. Также, допустим, как и между Россией и Беларусью, там тоже вот такая фигня. Ну все, добро пожаловать в Славянско, Словакию. Новая страна. Ура! Я уже не помню, говорила я или нет, но в Словакии для украинских номеров проезд по платным дорогам бесплатный. Это существенно экономит, и это очень приятно, потому что то, сколько я отдала в Варшаве, в Венгрии за эти дороги, за парковки, это просто кошмар. Поэтому надеюсь, что это работает, и я не получу какой-нибудь неожиданный штраф. У меня нарисовалась новая проблема в виде того, что Google карты просто слетели сейчас. Маршрут мой просто слетел. Неизвестно по какой причине. Уже второй раз такое происходит. Но когда есть интернет, окей. А сейчас у меня одна палка Е. И как я дальше поеду без маршрута? Сейчас придется где-то, если не найдется по дороге, останавливаться на заправке, искать Wi-Fi. Словацкий городок Добронива. Такая тут обстановка. Сниму для вас немножечко. Въезжаем в город Зволен. Это городок располагается в горах, но здесь даже есть Макдональдс, представляете? Очень жаль, конечно, что у меня не получается нормально снять, потому что мне надо следить за дорогой и за навигатором, когда проезжаешь через города, поэтому ничего снять толком не получается красивого. И, конечно, в этом минус существенное путешествие в одиночку, потому что когда вы едете вдвоем или больше, то один кто-то может отвечать чисто за дорогу, а один может отвечать за съемку и тому подобное. Но в одиночных путешествиях тоже есть свои плюсы. Ты сам себе предоставлен, ни с кем не надо выезжаю на трассу. Не надо ни с кем ничего решать, ты сам за себя все решаешь, никаких споров, как захотел, так и будет. Ну, плюсы, несомненно, тоже есть, но когда тебе надо что-то снимать, это невозможно в одиночку сделать, очень трудно. Пока Словакия мне очень нравится, здесь классные пейзажи, красивые горные виды, такие предгорья, конечно, они не очень высокие горы, но все равно очень-очень красиво. Что с одной стороны, что с другой. И если бы у меня было больше ресурсов, то я бы, конечно, заезжала и в
больше останавливалась в интересных городах, в интересных местах, но в таком случае мое путешествие растянулось бы на месяц, и денег понадобилось в 3 раза больше. Поэтому так, ну и то, я стараюсь смотреть по максимуму. Я извиняюсь за грязное стекло. Лайка против мошки за 40 гривен не помогает. Ну, просто такая красота вокруг. Невозможно не снимать. Очередные красоты впереди. Горы стали еще выше. Погодка наладилась, солнышко. Куда ни глянь, везде красоты. Путешествие с собаками, особенно со старыми и больными, какой вольтерик у нас, это наказание. Так, ну мы приехали в Словакию в наш номер, который забронировали на букинге. Быстренько рум-тур, этот уже без сил опять валяется. Это заняла кровать. Вот так вот это все выглядит, очень уютненько. Несмотря на то, что это находится прямо у дороги. Идеальное место для расположения с собаками, потому что здесь есть вот такой вот балкон с выходом на зеленую территорию, чтобы они могли посикать. Так что идеальный номер для нас троих. У Афинки личная кровать. Вольтерик храпит без задних ног. Вот так мы устроились. Так, едем из Словакии в Польшу. Вот здесь, я так понимаю, находится граница. Пока не наблюдается КПП никаких. Ну, посмотрим, может быть, она чуть дальше. Нет, все нормально. Проехали без проблем. Баба мент устремилась на середину дороги. Я подумала, что она бежит ко мне, но оказалось, что нет. Так что все, пронесло. Я так понимаю, что мы уже в Польше. Без всяких границ. И здесь уже совершенно другие цены. Здесь не евро, не цены, точнее валюта. В Словакии евро, а здесь злоты. И мне надо будет искать обменный пункт. А ближайший обменный пункт, я понимаю, находится в Кракове. Вот сейчас придется ехать, заезжать в Краков. Так что приключения продолжаются. Кстати, в Польше и в Румынии самые лучшие дороги, а везде в остальных странах, вот в Венгрии и Словакии, дороги не очень. То есть они не совсем убитые, но и не совсем идеальные. Там есть и ямы, и асфальт такой с латками. А вот смотрите, нарушения. Поляки нарушают через сплошную. Можно сдать его ментам. Так, бегу к своей машине. Только что обменяла деньги. Здесь везде платные парковки. И я встала просто в наглую вот за этими машинами. Потому что здесь тоже стоят. Надеюсь, что ее за эти пару минут не эвакуируют. Это, конечно, очень неприятно, когда ты вынужден вот так геморроиться с парковкой. Небольшая обзорная экскурсия
экскурсия по Кракову. Вот в этой обменке я поменяла. Ну, заняло мне, наверное, 2 минуты от силы дойти от машины и быстро поменять и обратно. Надеюсь, что никто не успел меня оштрафовать за это время. Вот такие пироги. Сейчас едем уже на выезд из Кракова. Едем дальше в гостиницу, которая находится рядом с Варшавой. Кстати, да, забыла сказать, деньги-то я меняла, потому что у меня на карточке закончились. И поэтому только мне пришлось менять. Если бы была карта, в принципе, мне уже и не надо было бы менять. Но так вот, на карточке все деньги ушли на парковку в Будапеште. Ну, излишек, конечно, потратился. Вот в который раз убеждаюсь, как же удобно в Украине. Никаких тебе платных дорог, платные парковки, я не знаю, есть они, нет, но сейчас за них никто не платит. Поэтому красота. Хочешь карточкой плати, хочешь наличкой плати. Карточка онлайн, ну, вообще просто все залетает на ура. Ну, в России, конечно, есть платные дороги и платные парковки, но там с платными дорогами гораздо проще. То есть там есть пункт оплаты. Ты въехал на нее, ты понимаешь, что ты на платной дороге, там куча знаков, что ты на платной дороге, маршрут объезда, и раз, и ты оплатил. Все. А тут хрен пойми чего. Забронировала себе домик, не домик, а комнату. Хрен пойми где. Господи. Едем куда-то по грунтовой дороге. Надеюсь, не к маяку в гости. Короче, в этот раз у меня такие апартаменты, что просто комнатушечка, не знаю, сколько здесь. 5 квадратных метров или, может, чуть больше. Ну, тут только одна кровать, вот эту тряпку из машины притащил для собак. И смотрите, как здесь все интересно устроено. Так выходишь. Там наверняка чья-то еще комната. А здесь туалет, ванна. Вот здесь такая лестница. Но чтобы пройти дальше в дом, надо пересечь ванну, еще одну, а там кто-то моется. Я вот сейчас хотела пойти узнать Wi-Fi, но надо подождать, пока помоются люди. Короче, я какие-то себе не апартаменты сняла, а какую-то хуйню. Даже не буду извиняться за слова. Я думала, здесь милый домик, и буду жить я на первом этаже с собаками, а я живу на каком-то чердаке. В итоге я пошла сейчас гулять. Здесь есть озеро. Вот с таким забором вон озеро. И там оказалась коза. А мои собаки, вот эти вот твари, они же очень любят коз. Они же могут их задушить. И, короче, вот этот старый козел бросился на козу. Еле оттянула, что одного, что второго. Какие-то проклятые апартаменты, и уже хочу быстрее уехать отсюда. Это какое-то наказание. Сняла домик у озера на свою голову. Вообще злая просто невозможно. Как можно было снять такую хуйню, я не знаю. Во-первых, это в келье, не знаю, 1,5 на 1,5 метра. Стоит 25 евро за ночь. Я думала, это будет уютный загородный домик, пускай маленькая комната. Но, блин, это какой-то чердак. Тут нужно подниматься по 150 лестниц с собаками, таскать Вальтера, потому что он не может нормально подниматься. Еще это коза ебаная, которая подсекла меня. Собаки ее напугали, собаки погнались за ней, а она на веревке, и коза подсекла меня, я упала. Все ноги обожгла этой веревкой. Короче, это пиздец какой-то. Это просто самый худший номер, который я сняла за все это путешествие. Я в шоке вообще. Я хотела хорошо отдохнуть перед границей. Пожалуйста, тебе отдохнешь. Это пиздец. Вот так выглядит результат моей прогулки
Все штаны грязные. Ноги вот так ободранные с одной стороны, вот так с другой стороны. Еще я забыла сказать, что здесь просто огромное количество этих комнат вот такого размера. И в них куча каких-то непонятных мужиков и работяг.